Всем привет, с вами Оля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня готовлю хрустящие, ароматные сырные палочки из слоеного теста. Приготовить их несложно, такие палочки отлично подойдут вместо хлеба, к обеду или к ужину, или можно ими похрустеть за просмотром фильма. Рабочий стол присыпаю немного мукой и выкладываю на него размороженное бездрожжевое слоеное тесто. Раскатываю тесто в пласт толщиной примерно 3 мм. При необходимости во время раскатки тесто припыляю мукой. Слишком много припылять не нужно, так чтобы оно просто не липло к скалке и легко отходило от стола. Так как у меня тесто было длинным рулоном, раскатываю его поочередно. Для удобства раскатывания теста можно разделить пополам и раскатывать уже каждую часть отдельно, до одинакового размера. Раскатав одну половину теста до нужного размера, накрываю ее пленкой, сворачиваю в рулет, так чтобы тесто не слиплось, и продолжаю раскатывать оставшуюся половину до нужной толщины. Я раскатываю тесто достаточно тоненько, но здесь вы можете выбирать толщину раскатки на свой вкус. От этого будет зависеть пышность палочек. На одну половину раскатанного теста наливаю оливковое масло. И с помощью кисти равномерно распределяю по всей поверхности. В чаше смешиваю специи. Добавляю сухой чеснок, острый красный чили перец, копченую паприку и сухую смесь томатов и базилика. Приправы могут быть любыми и пропорции тоже. Подготовленную смесь специй равномерно распределяю по тесту смазанным маслом. И сверху на специи распределяю натертый на мелкой терке пармезан, но его можно заменить вашим любимым сыром. Накрываю сверху вторым слоем чистого теста. При необходимости немного его подтягиваю, чтобы два слоя теста были одинаковые по размеру. Разделяю тесто сначала пополам, чтобы палочки получались небольшого размера, и затем нарезаю уже на порции. Толщина нарезки примерно 1,5-2 см. Всего из этого количества теста у меня получилось 26 заготовок для сырных палочек. Далее каждую заготовку аккуратно отделяю и скручиваю в жгут. Подготовленные жгутики выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выкладываю их на небольшом расстоянии друг от друга, так как при выпечке они будут увеличиваться в размере. Когда все заготовки подготовлены, к желтку добавляю молоко, все хорошо перемешиваю до однородности и полученной смесью смазываю каждую палочку. Убираю палочки выпекаться в заранее разогретую духовку до 200 градусов примерно на 15-20 минут. Следите за тем, чтобы они не подгорели. За это время палочки хорошо увеличатся в объеме и станут золотистого цвета. Сразу после духовки оставляю их немного остыть и можно подавать к столу. Они вкусные как в теплом виде, так и полностью остывшие. Вот такие красивые, ароматные, очень аппетитные хрустящие сырные палочки у меня получились. В зависимости от того, сколько вы будете их держать в духовке, они внутри могут быть хрустящими или более мягкими. Пробуйте готовить эти простые хрустящие сырные палочки. Удивляйте себя и радуйте своих близких. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайк, если видео было полезным, и всем пока-пока!